Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать новеллу Ги де Мопассана «Пышка», смотрите это видео. Это история об одной проститутке, которая в своих действиях оказалась намного человечнее, чем ее попутчики-аристократы. Написал новеллу Мопассан в 1880 году. Это была его дебютная новелла, после которой он стал знаменитым. События происходят во время франко-прусской войны 1870 года. Итак, французский город Руан. Остатки армии потихоньку уходят из города. В Руане остаются только гражданские. Ходят слухи, что через день-два в город войдут солдаты прусской армии. Это враги, немцы. Город опустел и замер в ожидании победителей. Никто ведь не знал, чем обернется оккупация. На следующий день в Руан вошла германская армия. Теперь по праву войны они были главными в городе. Жители были в панике. Но немцы не стали ничего разрушать, потому очень скоро первый страх прошел и стало спокойнее. Солдаты питались во французских домах. Жители, опасаясь за сохранность жизни и имущества, старались им угождать. А со временем вообще осмелели, и некоторые даже получили разрешение выехать в другой город, Гавр, чтобы продолжить вести свой бизнес. Для поездки организовали большой дилижанс. 10 человек заказали в нем места. Погода в это время была морозной, даже снег уже шел. Во вторник рано утром, еще до рассвета, решено было ехать. Пассажиры, не сговариваясь, решили, что в Руан они уже не вернутся. Если немцы дойдут и до Гавра, тогда они переберутся в Англию. 10 человек сели в дилижанс. Когда стало рассветать, пассажиры смогли рассмотреть друг друга. Виноторговцы супруги Луазо спали. Рядом с ними сидел чувак более знатный, Каре Ламадон, бизнесмен и местный депутат. Он ехал тоже с женой. Еще одна семейная пара, граф де Бревиль с женой. Граф тоже был депутатом и вместе с Ламадоном были в одной партии. Еще ехали две монахини и мужик с женщиной. Они были не вместе. Мужик, демократ Корнюде, ехал в Гавр, чтобы и там продолжить воевать с пруссаками. Ну и последняя пассажирка, проститутка Пышка. Ее так прозвали потому, что она была пышкой. Маленькая, круглая как шар, заплывшая жиром, с большими сиськами, ну это естественно. Притом симпатичная. Потому она пользовалась популярностью среди клиентов. Бабы в кабине сразу стали шушукаться. Но Пышка на них так глянула, что те сразу позакрывались. А Луазо с интересом посматривал на Пышку. 3 жены сразу объединились против нее. Бизнесмены стали обсуждать свои дела. Как оказалось, все они не сильно пострадали от войны. Смогли вовремя перевести деньги или продать вино. В общем, они чувствовали себя комфортно. Дилижанс ехал очень медленно, постоянно застревал в снегу. Пассажиры уже жрать хотели. А Макдональдсов-то по дороге не было, война как-никак. К часу дня у всех сводило живот от голода. Даже разговаривать перестали между собой. Только говорили, что реально протупили, не взяв с собой еды. Корнюде достал фляжку с ромом, предложил Луазо. Тот сделал 2 глотка и пошутил, что хорошо бы съесть самого толстого из них. Шутку о Пышке не оценили. Наконец, в 3 часа дня, когда вокруг не было даже намека на какую-нибудь деревню, Пышка достала свою корзину с едой. Там было все. Цыплята, хлеб, пирожки, фрукты, вино. Еды было дня на 3 на одного человека. То есть
Пышка, понимая, что с едой будут проблемы, запаслась, чтобы ни у кого ничего не просить. А тут саранча в дилижансе оказалась. И Пышка начала есть сама. Можете представить, как на нее смотрели эти буржуи с монашками. Презрение моментально переросло в яростную злобу к Пышке. Богатые жены готовы были прямо здесь удавить ее. Первым отозвался Луазо. Блин, какая вы молодец, что подумали о еде. Будете? Ё-моё, конечно буду. Боже, как вкусно, застонал он. Пышка предложила хавку монахиням, и те сразу принялись топтать. Следующим присоединился Корнюде. 3 злобные суки терпели, а потом не выдержали. Но разрешили своим мужьям уговорить себя поесть чего-нибудь. Ой, я не хочу, но раз ты так настаиваешь, то ладно. Вот же сучки. В общем, вся эта кодла быстро опустошила корзинку, а там было столько всяких вкусностей. 2 жены соизволили общаться с Пышкой. Одной было противно, она только жрала. Говорили о войне. О чем же еще? Пышка рассказала, почему она уехала из Руана. Видеть этих немецких гондонов на нашей земле не могу. Была бы мужиком, воевала бы с ними, а так решила все оставить и уехать. Ее патриотизм всем пришелся по душе. Темнело. Когда стало совсем темно, Корнюде решил облапать Пышку. Та ему сразу влепила между глаз. Дилижанс подъехал к какой-то гостинице. Появился немецкий офицер. «Куда путь держим, господа? Выйдите и пройдите все в гостиницу». Там офицер проверил их документы. С ними было все в порядке. Французы заказали ужин и сели за стол. К ним подошел хозяин гостиницы и спросил, кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе. «Это я», — сказала Пышка. «Прусский офицер хочет поговорить с вами». «А я не хочу с ним говорить», — ответила она. Все напряглись. К Пышке подошел граф. «Сходите к нему, иначе нам всем будет пипец. Узнайте, что он хочет». «Ладно, только ради всех вас». Пышка ушла. Ужинать никто не начинал. Все ждали ее. Через 10 минут она, покрасневшая и гневная, вернулась. «Вот же гаденыш», — сказала она. «Что было?» — спросили ее. «Не ваше дело». Все сели ужинать, а потом разошлись по своим комнатам спать. Луазо сквозь замочную скважину подслушал, как Корнюде приставал к Пышке. «Да чего ты ломаешься? Давай потрахаемся». «Не хочу. Тут немцы повсюду». «Блин, ладно. Как-нибудь сам справлюсь». В 8 утра все французы собрались на кухне, чтобы позавтракать и ехать дальше. Но дилижанс, занесенный снегом, стоял посреди двора без лошадей и без кучера. Мужики пошли искать его, но того нигде не было. Нашли его в кабаке, он там бухал. Сразу надо было туда идти. «Ты почему бухаешь, а не нас везешь?» «Приказ от немцев получил», — ответил он. «Никуда вас не везти». «Чего вдруг?» «А я знаю». Да, хреново. Мужики вернулись в гостиницу. Хозяин гостиницы подтвердил, что вчера капитан приказал никуда французов не отпускать. Больше он ничего не знает. Тогда 3 мужиков пошли к капитану. Корнюде сказал, что он с немцами не разговаривает, потому остался внизу пить пиво. «Можно нам уехать?» – спросили они у капитана. «Нет». «Почему?»
Я так желаю. Но у нас есть разрешение. А мне похеру, свободны. Ну, мужики и вышли. День прошел грустно. Никто не понимал, почему им вдруг запретили уехать. Гадали всякую хрень. Может, их хотят взять в заложники и только за большие деньги отпустить. Буржуи заволновались. Когда стемнело, сели играть в карты. Вошел хозяин гостиницы и громко спросил у Пышки от имени капитана, не передумала ли она. «Передайте этой немецкой козлине, что я никогда не соглашусь». Хозяин ушел. Все сразу обступили Пышку. «Чего от вас хочет капитан? Чего чпокнуть меня хочет?» Все как начали возмущаться. «Да ну, так нельзя! Что же это такое?» Утро встретили с надеждой, что, может, сегодня им разрешат уехать. Но нет. Лошадей нет, кучера нет. За завтраком Пышка ощутила какой-то холодок. Дорогие соотечественники ожидали, что ночью Пышка сходила к капитану и сегодня утром приготовила всем приятный сюрприз. И вообще, странно, почему она этого не сделала? Все равно никто бы ничего не узнал. Это ведь, в конце концов, ее профессия трахаться. Могла бы и... Вот же зараза. Но пока вслух никто такого не говорил. Когда днем мужики вышли на улицу погулять, Луазо спросил, как долго им еще нужно будет здесь торчать из-за этой девки. Граф ему ответил, что это дело самой Пышки, что это большая жертва. «А может, сами пешком пойдем?» – предложил Луазо. «Ты дебил? Пешком? С женщинами в такую погоду? Да нас сразу в плен схватят». Ну да, как-то не подумал. Вечер прошел очень скучно. Все пораньше легли спать. На следующее утро женщины с Пышкой почти не разговаривали. Пышка одна пошла в церковь. Все остальные собрались вместе. «И что будем делать?» «А давайте, — говорит Луазо, — предложим капитану задержать одну Пышку, а всех нас отпустить». Немец послал их подальше с таким предложением. И тут прорвало жену Луазо. Да что это она себе позволяет? Со всеми трахается, а тут вдруг не может переспать с одним? Строит из себя целку. Этот капитан еще нормальный мужик. Наверняка он хотел бы кого-то из нас троих чпокнуть. Но нет, он ведет себя с нами почтительно. Граф сказал, что нужно Пышку саму принудить к сексу с капитаном. Сели думать, как бы это организовать. Ну и надумали. Каждому отводилась своя роль в давлении на Пышку. Только Корнюде морозился. Не хотел ввязываться в это дело. Когда Пышка вернулась из церкви, дамы с ней начали общаться, чтобы снова войти в доверие. А потом за завтраком началась планомерная атака. Начали с темы о самопожертвовании. Затронули многих исторических персон, Юдив, Клеопатру, которые спали с врагами ради чего-то хорошего. В обед к французам снова обратился хозяин гостиницы от имени капитана. «Не буду я с ним спать», — ответила Пышка. Графиня обратилась к монахиням, чтобы они напомнили примеры, когда кто-то совершал плохие вещи в угоду Богу или ближнему. «Тогда, — говорят монахини, — вон Авраам готов был сына своего убить, потому что так Бог хотел. И я бы своих родителей убила, если бы это было угодно Богу». «Так это значит, что Бог простит любой грех, если побуждение чисто?» — уточнила графиня. «Естественно, — ответила монашка. Мы ведь ехали в Гавр в госпиталь, чтобы помогать нашим солдатам, а теперь из-за этого немецкого капитана мы сидим тут, и там, наверное, умирают наши солдаты, которым мы не можем помочь.
О как обрабатывают пышку! Профессионально! Зерна сомнения должны были прорасти. Наступил новый день. Все пошли погулять. Граф аккуратно спросил пышку. Ну, так и будем здесь сидеть? Этот капитан ведь, наверное, никогда не был с такой красивой девушкой, как вы. А мы все будем вам благодарны. Пышка ничего не ответила. На обед она не спустилась. Граф спросил хозяина гостиницы. Согласилась? Да. Все облегченно вздохнули и сразу повеселели. Они даже слышали, как наверху капитан шпилил пышку, улыбались. Даже монашки шампанское попробовали. Только Корнюде не разделял всеобщее ликование. «Суки вы!» — сказал он всем и ушел. Тогда Луазо рассказал, как пышка отшила Корнюде в первый вечер. Все хохотали. Утром запряженный дилижанс ожидал компанию. Все загрузились, ожидали только пышку. Когда она, смущенная, появилась, все отвернулись от нее, как от прокаженной. Та офигела. Все заняли свои места. Карета поехала. Пышке даже стыдно было глаза поднять на тех, кто ее вчера уговаривал. Сегодня они презирали ее. Через 3 часа пассажиры проголодались и стали топтать еду, которую взяли с собой. Корнюде тоже ел. А пышка в торопях позабыла, что нужно было взять с собой еду. У нее с собой ничего не было. Ей никто ничего не предложил. Злоба и гнев достигли такого предела, что она расплакалась. Пышка отвернулась, чтобы никто не видел ее слез, но заметили. «А мы-то здесь при чем?» — сказал граф своей жене. Так и ехали они дальше. Вот такая история, друзья.